Вкуснейший Наполеон всего из 3 ингредиентов. Привет, друзья! Вам не придется тратить много времени на выпечку. Сегодня готовим самый быстрый, самый вкусный и самый хрустящий Наполеон. А с его приготовлением вы справитесь буквально за 5 минут. И все, что мне понадобится, это пачка слоеного теста. Слоеное тесто нужно разморозить, лучше размораживать его при комнатной температуре или можете оставить на пару часов в холодильнике, тогда оно разморозится более мягко. И нарезаю пласты слоеного теста на такие вот широкие полоски, шириной примерно 1,5-2 см. Противень застилаю пергаментом и выкладываю полоски теста на пергамент на небольшом расстоянии друг от друга, учитывая, что тесто при выпечке будет хорошо подниматься и увеличиваться в объеме. С этим простым рецептом каждая хозяйка сможет без труда порадовать свою семью вкуснейшим домашним Наполеоном. Отправляю противень со слоеным тестом в духовку. Духовку я заранее разогрела, температура 200 градусов. Выпекаю полоски примерно 15-20 минут до красивого золотистого цвета. А пока готовятся коржи для Наполеона, я беру жирные сливки. Здесь у меня 400 мл сливок и наливаю их в миску. Сливки должны быть очень холодными, только из холодильника, чтобы они хорошо взбивались. Взбиваю сливки в мягкую пену, а по консистенции взбитые сливки должны быть как мягкое подтаявшее мороженое. Постепенно вливаю к сливкам 200 грамм сгущенного молока, обычной сгущенки, и все взбиваю до однородности. Взбиваю на низкой скорости миксера, буквально чтобы сливки со сгущенкой объединились. И чтобы придать потрясающий вкус и аромат нашему крему, я обязательно добавляю в него ложечку ванильного сахара или ванильного экстракта. Это вкус нашего детства, вкус Нового года. Для меня все торты с ванильным кремом всегда имеют вкус мороженого пломбир из нашего детства. Крем уже готов, посмотрите, какая это сливочная нежность, он просто тает во рту и действительно по вкусу напоминает мороженое пломбир. Также наши коржи для Наполеона тоже готовы, достаем их из духовки, вот так они хорошо подрумянились. Торт получится очень-очень вкусный, друзья. Хрустящие слоеные палочки оставляем буквально минут на 10-15, чтобы они остыли, потому что горячие палочки растопят крем, и уже можно начинать собирать торт. Форму для торта я застелила пищевой пленкой, можно застелить несколько слоев, чтобы торт было удобно достать из формы, когда он будет уже готов и нужно будет подавать его на стол. Дно формы я хорошенько смазываю таким толстым слоем крема и сверху выкладываю палочки в один ряд. Торт Наполеон – это один из самых вкусных тортов в мире, и я очень люблю его готовить, обязательно готовлю Наполеон на каждый Новый год. А главное, этот рецепт настолько простой, и он под силу даже начинающим кулинарам, так что Наполеон должен быть у каждой хозяйки на праздничном столе. Причем вы можете не покупать торт в магазине, а сделать его своими руками вот таким вот образом очень-очень быстро и просто. Друзья, я, как всегда, очень рада видеть каждого из вас. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень хочу познакомиться поближе с моими любимыми зрителями. Продолжаю промазывать слоеные палочки сливочным кремом, хорошенько со всех сторон, стараясь, чтобы крем попадал во все дырочки, во все щелочки, чтобы заполнил собой все пустоты в торте. Выкладываю последний слой палочек и также хорошо промазываю торт со всех сторон кремом. Осталось только затянуть торт пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошенько пропитался. Наполеон по этому рецепту получается очень-очень хрустящий, поэтому если вы как раз любитель хрустящего Наполеона, то этот рецепт точно для вас. Друзья, поделитесь, пожалуйста, этим рецептом с вашими друзьями и подружками в соцсетях. Пусть ваши близкие тоже приготовят и попробуют вкуснейший торт на Новый год по этому рецепту. Отложите, пожалуйста, пару слоеных палочек для того, чтобы приготовить из них украшения для Наполеона. Все очень просто. Слоеные палочки измельчаем при помощи скалки. Вот таким вот образом проходимся по ним. Смотрите, такая красивая крошка получается. Если она крупновата, пройдитесь 2-3 раза и получите тот размер
слоеной крошки, который вам больше нравится. Мне нравится вот такая вот крупноватая крошечка, она очень смотрится по-домашнему красиво на тортике. Достаем готовый торт Наполеон из холодильника, снимаем пищевую пленку и аккуратненько извлекаем из формы. Можно перевернуть торт на блюдо, как вам удобнее, друзья. Вуаля! Вот такая вот красота у нас получилась. Обсыпаем торт со всех сторон нашей слоеной крошкой. Торт можно просто посыпать крошкой, это самый классический вариант украшения Наполеона. Друзья, Наполеон по этому рецепту получается очень вкусный и очень хрустящий. Коржи для Наполеона как тончайшие кружева, которые тают во рту, а крем как облако нежности, которое окутывает нежностью, уютом и теплом. Для того, чтобы торт удобно было нарезать, его нужно немного подморозить и нарезать при помощи ножа-пилки. Вы можете приготовить этот Наполеон заранее, за пару дней до Нового года. Желаю вам приятного аппетита, вкусного Наполеона, сбычи всех мечт и желаний, как говорится. И скоро увидимся, дорогие мои. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Всем счастья!